Не каждый танк может быть универсальным. На Ваффентрагере не поедешь в разведку, на Маусе не прокрадешься в тыл. Чтобы побывать везде и сразу и все за один бой, нужен советский средний танк. Т-62А, Объект-140 и Объект-430 – мощная троица 10-го уровня, которая умеет практически все. Самое сложное в этих танках – научиться их различать и выбрать для себя подходящий не только за одно название. Посмотрите, внешне они действительно похожи. Первые ощущения от геймплея тоже остаются примерно одинаковые, поскольку в команде все трое играют одни и те же роли – разведка, прорыв, заход в тыл и фланг и поддержка направлений. Несмотря на то, что корпуса и башни так похожи внешне, работают они по-разному. Башни хороши у всех, но лучшая у Т-62А. 240 мм во лбу плюс сферическая форма. Пробить ее трудно, особенно в движении. Это щит для Т-62А. Слабое место — крыша и люки, но попасть в них на ровной поверхности трудно. У 140-го и 430-го тонкая крыша начинается чуть ближе к орудию, и поэтому в нее легче попасть. К тому же над силуэтом выступают башенки. Они еще уязвимее и виднее. Держите в уме эти слабые места и пользуйтесь сильными. Выбирайте складку местности, например, на горке в Малиновке, и начинайте ездить по склону, выставляя башню. Это обеспечит постоянный свет. Башня будет мозолить противнику глаза, а рикошеты трепать нервы. Это вам только на руку. Дразните, разводите соперников на выстрелы. Ловите момент и наносите урон сами. На выгодных позициях можно закрепиться и удерживать их до подхода союзников. Бронирование башни и скорострельность это позволяют. Корпус слабее башни у всей троицы. 430-й выделяется на общем фоне. У него самый толстый лоб. Приведенная броня при постановке углом превышает 240 мм. Тонкий открытый участок между башней и гусеницей имеет большой угол наклона, от которого снаряды рикошетят чаще, чем от его близнецов. Корпус 140-го очень похож на корпус 430-го. Лоб, хоть и тоньше на 20 мм, имеет больший угол наклона. Приведенная броня получается даже больше на 2 мм. Самый уязвимый лоб у Т-62А, только 200 мм приведенной брони. Борта тоже легко пробить, потому что они стоят под прямым углом. Точные попадания в корпус этих танков часто поджигают бак и взрывают боеукладку. Для спокойствия можно выучить бесконтактную БК и поставить огнетушитель. Хотите выжить, прячьте корпус за укрытиями. Двигайтесь взад-вперед неожиданно и беспорядочно. Крутите корпусом вправо-влево, и противнику будет труднее в вас попасть. Движение – вообще один из лучших способов выживания для всей троицы. И в этом хорош каждый. Различия по динамике минимальны. 430-й и 140-й разгоняются до 55 км в час, а Т-62А чуть медленней – 50 км. Объекты быстрее доберутся до выгодных позиций, но зато Т-62А самый поворотливый. Когда надо быстро развернуться, преимущество за ним. Пушка у танков как будто не советская. Она точная, стабилизированная и скорострельная. И наносит 320 единиц урона. Бронепробития достаточно, чтобы пробивать большинство соперников в лоб и разбирать даже одинокие ТТ. ДПМ позволяет перестрелять 7-го ИСа, Т-110Е5 и любые ТТ 9 уровня. Альфа невысокая для своего уровня – 320. Но орудие всегда будет отвечать на один выстрел двумя, причем точными и почти гарантированно пробивными. Основные снаряды подкалиберные. Они летят гораздо быстрее обычных бронебойных, что делает стрельбу по движущимся мишеням сплошным удовольствием. Знакомая ситуация. Союзные тяжи едут давить направление, и тут навстречу вылетает светляк. Все вокруг неуклюже водят башнями, но никто не может достать юркого наглеца. Пара секунд промедления, и с неба уже валятся чемоданы. Т-62А, Объект-140 и Объект-430 моментально справятся с разведчиком. Берете упреждение, раз-два, и команда может ехать дальше, не отвлекаясь. Но хотя пушка у всех и одинаковая, она ведет себя по-разному на каждом танке. И эти различия заметнее остальных. Т-62А и 140-й отлично стреляют на ходу, но у 140-го лучше стабилизация и меньше разброс.
Что если противников больше и они давят ваше направление? Прятаться бесполезно и стоять на месте нельзя. Эти ребята разберут вас за пару секунд. Поэтому берите менее бронированного в автоприцел и сосредоточьтесь на управлении. Если поставить стабилизатор вертикальной наводки и вентиляцию, выучить плавный поворот башни и плавный ход, и выстрел придет точно в цель. 140-й меткий и хладнокровный. А вот у 430-го орудие где-то растеряло свою точность. Стрельба издалека и на ходу уже не доставит столько радости. Поэтому он должен подходить гораздо ближе к противнику, чем его братья. И здесь разброс уже не будет играть такой роли. Зато сыграет другой плюс – высокая скорострельность и большой ДПМ. Поэтому ведите объект 430 в ближний бой. Только там его орудие максимально себя проявит. Объедини Т-62А, объект 140 и объект 430 в один взвод, получится мощный механизм победы. Команда из 3 СТ грызет соперника, как стая волков. Все 3 могут быстро маневрировать между флангами. Только увидели брешь в рядах противника, ловите момент и заходите в тыл. Открывайте охоту на одиноких жителей кустов и арту. Главное — выйти на неудобную для противника позицию и вовремя скрыться. Не заезжайте туда, откуда не сможете уехать. Следите за расстановкой сил. Поддерживайте союзных ТТ огнем в атаке и, если необходимо, в обороне. Лучшая башня среди СТ, точнейшая стрельба на ходу, скорострельность и ДПМ. Не каждый танк может быть универсальным, если только речь не об этой троице. Переходите на сайт ussr-topst.ru, чтобы узнать о советских средних танках больше и выбрать технику под свой стиль игры. Там же вы можете посмотреть и другие видео наших игроков со сравнением этих танков. До встречи на полях сражений!